Всем привет! Меня зовут Маша, и через несколько дней я отправлюсь в серф-лагерь в Биаррице. Там я буду посещать уроки французского и серфинга на Атлантическом океане. Я всегда любила заниматься творчеством, и последние несколько лет в путешествиях я веду дневник, чтобы сохранить воспоминания. Однако же в этот раз я хочу попробовать новый вид творчества. Я хочу попробовать вести видеодневник вместо письменного. Поэтому приятного просмотра! Знаю. Мы все здесь собрались ради серфа. Но, согласитесь, французский — это тоже важно. Мой лагерь назывался Les Ateliers Eiffel. Там нас разделили на группы по уровню, и мы занимались по 3 часа в день. Я учу французский меньше года, и в основном с Duolingo, но каким-то магическим стечением обстоятельств меня определили в самую сильную группу. По большей части мы занимались грамматикой. Однако у нас были и более необычные уроки. Alerte info. Nous venons d'être informés d'un massacre brutal sur la plage de Biarritz. Je cède la parole à l'officier de police. Например, в один день мы снимали выдуманный телерепортаж. Мы написали максимально абсурдный сценарий и отправились на пляж распространять фейк-ньюс. Было очень весело. Hello, on a un pion. Серфить очень круто. И немного страшно. В первый же день я смогла встать на доску, однако сразу же врезалась в девочку. Карма не заставила себя долго ждать, и кто-то проехался мне по голове. Мы занимались на пляже Ля Миледи в школе Ле Баск. Ну что, как впечатление? Мне все нравится, ну серфить, правда, тяжеловато, но да, мне все нравится. Круто. Ее минус был в том, что нас было по 7 человек на одного инструктора, и из спешки они пропускали такие важные моменты, как разминка. Хотя она и важна для минимизации травм. Единственное видео, где я еду на доске, не прям чтобы льстит моим способностям. Но честно, я научилась лучше. Почти так. Почти. Я только что заехала, и у меня тут очень приятная комната, светлая. Мы будем делить ее вместе с Дашей. В Биарриц я поехала вместе с подругой Дашей. Это уже наша вторая совместная поездка в лагерь. В прошлом году мы с ней были в Дублине. Эти 2 недели мы провели у милой женщины по имени Селин. Я привезла ей кедровые орешки, надеюсь, ей понравится. У нее была замечательная кошка Коко. И собака Дрекс, которую нам пришлось закрыть на балконе, потому что она на нас рычала, и мы немножко испугались. В наш пакет было включено проживание и 3-разовое питание. Утром тосты с арахисовым маслом. Днем бутерброды в парке. Вечером горячий салат. Почти во всех хостсемьях ужинали лишь в 9.
Поэтому до этого мы все, уставшие после серфа, бега по городу и плавания в океане, ходили голодные. Частенько все сводилось к тому, что часов в 5 все дружно топали в кофейню. А про кофейни Биаррица можно снимать отдельное видео. Их очень много, они очень хипстерские, серферские и красивые. Моим фаворитом стал The Colors of Surf. Это модное заведение, где можно посидеть с друзьями, выпить холодный кофе или матчу и заодно прикупить классный сувенир. Не знаю, как там удашь, но у меня офигенная вкуснятина. Биарриц – идеальный город для лагеря. Летом здесь очень много подростков. Многие тусуются на пляже, играют в волейбол и смотрят на закат. Здесь есть океан, шикарные променады, маяк, чайки и серферы на каждом углу. Множество кофеен и прикольных магазинчиков. Можно купить проездной и кататься по всему городу на автобусе. Здесь идеальный масштаб. Достаточно большой, чтобы не заскучать. Достаточно маленький, чтобы быть уютным и безопасным. Особенно сравнивая с Марселем. В нашей группе в основном были швейцарцы. Однако были и ребята из других уголков мира. Из Испании, Бельгии, Италии, США и даже Коста-Рики. Мы встречали закаты, болтали и играли в волейбол. Мы купались в океане, когда солнце садилось за горизонт, и волны напоминали картины Айвазовского. Было так красиво, что мы пару раз устраивали фотосессии на Гранд-пляже. Один раз в золотом свете. Другой в полночь под прожектором. Некоторых ребят я научила играть в дурака. Часто мы с Дашей оставались на пляже ночью, лежали на песке, смотрели на звезды, слушали музыку и шум прибоя. В такие моменты я ощущала себя подростком из кино. Ощущала себя на 17.
поезде я делала записи. Мне нужно было вынести мысли на бумагу, чтобы переварить все случившееся. Снимать видео — это круто, но чтобы излить душу, дневник подойдет лучше. Биарриц я запомню надолго. Эти прогулки по городу, шум волн, вечерние разговоры на пляже, усталость после серфа, новые знакомства и все, что не уместилось в камеру. Я скучаю, но знаю, что впереди ждет еще множество приключений. Влог Биарриц, день 12, и это последний день. Завтра мы отсюда уезжаем. На дворе ночь, рядом со мной Маша